Вот так вот тут мы ехали в дождь. Сейчас такая вот радуга. А, обалдеть, какая красота. Чистый турист. Галимых кроксов. Даша тоже. А, Дашка в Мэрилу. Угу. А вот и наша птичка. Короче, мы заселились. Ну, такой наберу коморка старая. 130 евро. Ну, а что делать, если ты ночью прилетаешь, то хочется где-то остановиться. Зачем-то у них кондер работает, и окно открыто. Ладно, закрою окошко. Опача. У нас, оказывается, даже завтрак включен, поэтому мы еще завтра успеем покушать. Хотя я думал, что не включен, потому что я вроде как выбирал без включенного. Кстати говоря, постель, в принципе, такая вроде бы чистая на первый взгляд. Чистая? Ну да, на первый взгляд, да. Как я беру вот это вот, наверное, Поменьше, которая, да. такой прям как... Мы с Дашей успели позавтракать и стоим в надежде, что мы сейчас доедем до аэропорта, ждем 15-й автобус. Ой, до не аэропорта, а до порта. Мы уже с Дашей прошли. С Дашкой уже прошли паспортный контроль. Кстати, для людей, кто тоже будет со Словакии ехать сюда, то возьмите с собой обязательно документы о временном убежище, потому что так как вы выезжаете из Евросоюза, у вас будут проверять, сколько вы в нем находились дней. Он у меня долго искал, потому что много штампов в паспорте, и он искал, когда я выехал. А у меня в руках как раз те карточки, он такой, все, типа, окей. Он даже просто глянул и сразу пропечатал. Единственная тут проблема, то что непонятно в какой очереди стоять. Мы чисто увидели просто у женщины напротив такая же фирма, в которой мы покупали билеты на лодку. И мы сюда и стали. Но нашего судна еще нет. Здесь нормальная практика, что они опаздывают. Так, нам повезло, нас распределили наверх. Я не знаю, хорошая эта стратегия была сесть сюда. Ну, люди сидят. Я просто сел, потому что хочу поснимать что-то.
что, Дашка, как мы быстро, да? За 2 минуты все прошли. No, thank you. Так, снимаю интерьер хаты. Номер. Сразу такая кухонька, небольшой холодильник, ну, не знаю, должен нам хватить. Так. Кроватка, куча вешалок, кондер. Сразу тельчик, Wi-Fi. Довольно просторная душевая, ремонт абсолютно новый. Очень удобно. Стиралка, есть капсулы для стиралки. Здесь как-то ниша, не знаю, для одежды. И такой балкончик. Прекрасно. Прекрасно. Прищепки есть, можно вещи сушить. Супер. Мы довольны. Мы же довольны, Даша? Да, очень. Что еще надо? Новый номер в новом здании. Подъезд новый, все новое, не рухлять, потому что напротив, если посмотреть, ну, через балкон не видно, ну, короче, там здания такие прям разваливаются, уже и в них там апартаменты также. Даже снимают пейзажи, мы только что, ну, мы решили попробовать сходить в один большой относительно супермаркет. И я не знаю, как показать, насколько тут огромный подъем. Ну, я иду, это просто вот. Вот иди, я тебя засниму, как ты идешь. Ну, тут очень реально крутой подъем. А, кстати, набор вот таких вот продуктов, что базовые, мы взяли яйца, колбаску, ветчину и сыр гауду, и там, да, что-то по мелочам. Обошлось нам в 13 евро. Ну, то есть, грубо говоря, как в Словакии. Чуть не подскользнулся. Да, говорят, что Албания дешево и сердито, что здесь везде дешево. Ты можешь говорить громче. Что здесь везде дешево, в заведениях, в магазинах, на рынках. Ну, абсолютно не дешево. Такие же цены, как и в Европе. Да. Мы с Дашкой купаем рыбу. Саша, ну говори, в какую нам сторону идти? Туда. Ну, давай, веди нас. Добре. Легко. А? Легко. Я тебя сейчас приведу в булочную. В магазин. Да, давай. А действительно, где булочная? Там так было все красиво, прикольно. Кстати, вот это вот тоже инжир. Я хочу порцию Stella Elite Resort. Снимаю видео YouTube про Саранду, Даша, я хочу курицу. Да. Просим отвезите меня в турецкую в себе. Ну да, море у нас сколько градусов? 23, а в Турции 30. Есть разница. Здесь оживленный трафик, надо быть аккуратно. Идем. Да, расскажи, что тебе пока что нравится в Саранде. Да пока, собственно, ничего. Ну, я не шучу. Я не шучу. Ты мне только что говорила, что Очень. тебе нравится. Здесь очень красиво, но мало места. Ужасные пляжи, очень грязная вода очень холодная, все в огромных булыжниках, очень узкие пляжи, все тоже на пляжах Ну, нужно. пляжи, слушай, вот, например, тот же общественный пляж, в котором мы были, он был с нормальным заходом в море. Нет, не вот этот новый, который мы ходили, а предыдущий, самый первый. Он был нормальный. То есть
плане захода в море там никаких проблем не было. Ни ежей мы там не видели, ни булыжников каких-то огромных. Да, там много людей. Да, он грязноват. Он грязноват, не было там булыжников. Может, и наступило, но у меня не было. Потом, это пляж назывался муниципальный пляж, а тот, который мы сейчас идем, это просто Саранда Бич. Он узковат, да, это правда. Я не знаю, сколько сейчас там будет людей, мы посмотрим. Там же собаки. Да, еще бегали собаки, это вообще, конечно, прикол. Они беспризорные, у них сейчас гульки, они прыгают друг на друга, цепляются на людей, тоже гавкают. На мое удивление, албанцы пропускают на пешеходных переходах больше, чем словаки. Словаки. Хотя они тут еще те издуны. Ну смотри, на видео сейчас 5 минут. То есть это мы еще вышли из номера, еще что-то там мы говорили, еще что-то 3 секунды стояли. Очень быстро в море ставите. Очень хорошие апартаменты. Да. Бронируйте их, не пожалеете. Ну как хорошие, шумные. Очень шумно, да, не бронируйте. Очень шумно, плохо, очень. Да. Коротко о том, какой Даша советчик. Объективный. Мне невозможно было спать. Закрываешь окно, очень душно, жарко, парко. Такая, как сыростью воняет, не очень приятно. Хочется, чтобы постоянно было открыто окно. Но очень-очень-очень сильно шумно. Какие-то клубы, музыка орет, люди орут, ругаются, кричат, поют, машины ездят как сумасшедшие. Я ночью просыпалась вообще. Очень хорошие апартаменты. Бронируйте их, не пожалеете. Ну, я спал абсолютно нормально. Очень громко, очень громко. Мне было только душно, потому что Даша закрыла окно. Вот. Я спала шикарно. То есть, если бы не шум, я бы спала шикарно. Но от шума я постоянно просыпалась. Мне не нравилась скрипучая кровать железная. Очень скрипит кровать. И Очень маленький номер. что еще? А, и проблемы с интернетом у нас были до сих пор. очень Они, серьезные он то проблемы. работает, то не работает, то работает, то не работает. Я это говорю, потому что людям может быть важно, кто в интернете работает, кто приехал сюда и параллельно работает. Либо там, ну, мало ли что. Ну, и то, что ты сюда приезжаешь, тебе нужно купить зонтик, тебе нужно купить... Если ты пользуешься общественными пляжами, то да. Да. И если вы не арендуете машину, то вам здесь будет так же сложно, как и нам. Особо ходить некуда, вот только на вот эти вот два пляжа, там где очень много людей. Ну что, нужно будет купить зонт свой, свои полотенца, если вы едете с ручной кладью или у вас мало Кстати, вещей. вот этот мы отель вчера смотрели. Да. Стоимость за неделю 3000 евро. И при этом у отеля нет своего собственного пляжа. Что удивительно. Место очень красивое. Очень приятно здесь пройтись. Но вот так вот. Нужно искать пляжи платные. Но в нашем районе, вот в районе порта, их не особо много. Нужно арендовать машину и ездить машиной куда-то, либо каким-то образом автобусами. Вы сами понимаете, сколько это времени занимает и головняка. Да. Есть недалеко какие-то бич-пляжи, нужно идти туда минут 20 пешком, но там точно такое же море, и там нет входа в море, там просто есть понтон, и вам нужно прыгать. Что для меня, поэтому если вам нужен такой пологий, медленный и очень хороший вход в море, то едьте в Турцию. Ну, здесь не славятся пляжи таким Ну да. заходом в море. Это тебе в Турции просто повезло, потому что всегда было, ну, Да. действительно, там, не знаю, метров 15-20 идешь, и у тебя еще Шикарно было. вода по пояс. Да. Ну, сюда стоит приехать, здесь очень
Сегодня видимость хорошая. Да, да. Мы можем сразу сюда. Я не думала, что вот Ионическое, Адриатическое море, я не думала, что они настолько холодные. То есть 23 градуса море. Ты сначала вот первый раз заходишь, ножки окунаешь, у тебя просто ледяные ноги, ледяная вода. Но потом ты потихоньку привыкаешь. Но если у вас есть там какие-то проблемы со здоровьем, вам нельзя переохлаждаться или что-то прочее, то это точно не для вас. Потому что поэтому я особо и не купаюсь. Один раз 5 минут покупалась и все. Ну вот так. Смотрим количество людей. Еще минус тоже сразу год. Ну да, сами понимаете, насколько чистая будет вода Да. в тех условиях, что сюда постоянно заезжают эти Мы сюда паромы, плыли, катера. мы сюда плыли, видели в море какая-то что-то, Ну, когда муть какая-то, да, масло, я когда не знаю. отходы были в море. Вот. И постоянно здесь плывут лодки, паромы. Ну, соответственно, немножечко тут грязная вода. Вот там мы 10 минут сюда шли до этого пляжа. С учетом того, что мы шли супер в развалочку, поэтому, в принципе, это недалеко. Ну, для кого как, ну, для нас все нормально. Да, так же, как и в Турции, мы шли на море. Точно так же. Аккуратно. Этот пляж. Пойдем Как найдем где-то зайду. место. Ну вот тут камней предостаточно на самом деле. По крайней мере с этой стороны. Если заходить, наверное, заходить лучше где-то там. Тап. На прошлом пляже мы были ровно вот тут вот. Вода очень холодная, очень сильно холодная вода, очень холодная вода, очень. Ладно, сейчас я попробую тестировать водичку. Что, мы, вернее, я напытался, мы идем с Дашкой домой. В принципе, привыкнуть можно. Здесь относительно чисто. Ну, действительно, сегодня немного мусора. Заход в воду, Такого берега. ну, я про берег и говорю. Там дальше вообще чисто, абсолютно. Здесь дети прыгают с этой штуки. Если там купаться, там где там вообще абсолютно нормально. То есть на муниципальном пляже было гораздо хуже. Единственный минус этого пляжа, то что тут нет ни кабинок для раздевания, ни душ не отсутствует, ноги нельзя помыть. Все тапки в песке, в воде. Мы сейчас идем домой. Мы купили рыбу. Я пожарю сейчас. Мы пообедаем и Будем просто попробуем. Ну, я не знаю, может что-то еще докупим по дороге, если придумаем. И пойдем на платный пляж, да. Мы были вчера в этом ресторане. Что мы брали? Я заказывал себе пасту с креветками. Мне положили огромную кипу макарон и 5 креветочек. Даша заказывала филе из сибаса. Филе из сибаса положили такое маленькое, будто это какую-то красноперку филировали и подали. Но заведение красивое. тут просто по камням. Мы... Слушай, ну может как-то станешь, я помогу тебе. Как вы понимаете, какой отдых я выбираю, этот или Турция? Очевидно. Золото рейха. Чисто усыпалось.
Ой. Давай другую. Даша была до этого моря большим любителем крокса. Она мне говорила, кроксы это топ. А я всегда их говнил, всегда говорил, что я их ненавижу абсолютно. Я был прав, потому что это абсолютно ужасная обувь. Камни забиваются, нога парится. Что в них романтического, не знаю. Еще не все выпустились. Ну, у меня тоже. Так, я еще говорил, да, мы пойдем на платный пляж, посмотрим, как там. Купим лежак и покажем вам. Как нужно узнавать, что в некоторых заведениях, вот эти вот бич-клабы, в некоторых заведениях можно просто купить, ну, каждому какой-то напиток, и лежак у вас будет бесплатный. И в некоторых есть еще бассейны. Но если это какой-то отель, вот я в комментариях писала, то бассейн только для посетителей отеля. В некоторых просто есть там пирс, с которого нужно прыгать, и ступеньки, в некоторых прям есть, ну, заход в море. Ну, посмотрим. Здесь дети бегают голые, кидаются песком. Ну, они там дети. сбоку, знаешь, там, где я плавал, там вообще никого не было, там было отлично. Ну, понятно, там ты плавал, да. А дети, они себе хотя бы в сторонке там дуреют. На то они и дети, чтобы трошки сходить с ума. Но Ну. песком я в детстве ни в кого не бросался. Котик патрульный. Думаешь, этот кот берет взятки? Даша. Я думаю, что он будет Ну. ага. Идем. Здесь стоит какой-то мент типа регулировщика, потому что тут бывают пробки, просто реально машины не могут разъехаться. А еще меня удивляет, что тут супер новые такси. Ну, супер новые такси, машины Да. разные. Volkswagen новые я видел. Мы с Дашей собирались 2 дня пойти в таверну к Филиппу, но мы решили в конце, посчитали отзывы, нам они не очень понравились. Да. Все-таки за 4 года, наверное, много что поменялось, и там и персонал хамит, и что-то порции такие, не такие, холодные и так далее. И не очень вкусно. Да, ну, в общем, отзывы такие себе. И мы решили сходить в ресторан на 2-м месте в TripAdvisor. В 2024 году он был на 1-м месте, да. Ничего себе. Он называется Какой же сейчас на первом? Black Marlin. Не помню как. Есть там один на 1-м, который, но к нему прям вообще далеко. Ага. Я не помню название, но к нему далековато. Там цены выше среднего, понятное Чуть-чуть. дело. Вот, но не такие, как у первой линии у кафе, тем не менее. Поэтому сходим, посмотрим, как оно там. Да, там отзывы будет. 4,8. И там очень много отзывов. А у Филиппа 4,1, по-моему, отзывы. Мгм. Есть разница. Там люди очень много фотографий своих выкладывают, как там блюда выглядят, там пишут ризотто, восхитительные, креветки, еще лучше. Ну, всем все нравится. Мы идем за греческим салатом. И больше мы ни с чем не определились. А я вино даже не смотрела. Там есть бутылочное вино, можно бутылками брать, можно просто по бокальчику. Есть там какое-то обычное, не знаю, красное, белое, я не помню сорта. Ну, выбор есть, посмотрим. Да. Интересно, насколько будет забито. Я думаю, люди все-таки больше, позже приходят, не сейчас. Надеюсь. Как тебе, Дашенька, пару слов? Первое Очень впечатление. огромная порция салата. Очень огромная порция салата. И очень вкусная, что это, закуска на масле. Ну да, это цацики, такой соус принесли. Мы заказали также по бокальчику вина. Принесли такую минералочку нам. Я себе взял красное, Даша белое, потом поменяемся, кому что больше понравится.
Здесь еще есть также на втором этаже, но нас на первом усадили. Не знаю, может быть уже все забронировано, может нет. Не думаю. Посмотрим, сейчас принесут главное блюдо, покажем. Так, нам наконец-то принесли еду. Я заказал себе ризотто из морепродуктов, Даша заказала запеченные креветки с мидиями в каком-то соусе, я не знаю. Также салатик такой. Сейчас попробуем, дадим вердикт. Уже ресторан уже заполняется по полной программе, уже куча людей везде сидит. Попробуем. Мы ждали, и наконец-то дождались. Ну, принесли комплимент. Всем просто приносили, мы тоже ждали, что когда нам уже подадут, ну, вот подали. Даша, как ты оценишь? Только честно, не завышенно, как ты любишь всегда оценивать. Ну вот, в общем и целом, давай отдельно по 10-бальной шкале обслуживания. 5. Я солидарен, да, пятерочка. Еда, качество еды. Именно моя запеканка с морепродуктов мне была очень вкусная, ставлю 10 из 10. Грецкий салат, он просто был, ну, просто нормальный. Просто абсолютно Не вау, обычный, да, салат. Ну, он был неплох, он был нормальный, хороший. Я Ризотто своему... у тебя я немножечко попробовала, и мне прям как-то так... Ну, я своему блюду ставлю, ну, 5. Я сказал, что это среднее. Оно так и есть. Да, там нормальные креветки сделали хотя бы и так далее. Что? Какая-то мошка была. Да, нормально сделали креветки, доделали, все было ок. Ну, как бы ничего особенного, прям совсем ничего особенного. Мне не очень. Некоторые были не зачищены, я этого не понял. Некоторые с хвостиком, некоторые без. Ну, уже если Да, делать, то просто- как бы У меня как-то просто голова лежала, одинаково. креветки. У меня тоже, но это типа для красоты, типа, знаешь. Не очень дыня. Не очень, да? Твердая и не спелая. Наш дома поболее. Все, мы с Дашкой вышли с ресторана. Ой. Что могу сказать? Как вы думаете, посчитали нам бутылку или нет? Ну, логично, что если я это Бутылку воды. спрашиваю, да, то значит ее посчитали. Когда человек предлагает официант воду, он должен упоминать, что это будет платно. Ну, как бы невелика потеря, просто неприятно для такого заведения. На втором месте по TripAdvisor. Тарелки у нас забирали очень долго. Нас в упор вообще не замечали, хотя у нас был проходной столик. В остальном все, в принципе, окей. Продукты, понятное дело, свежие, еще бы они были не свежими. Все остальное мы сказали в предыдущем видео. Также у нас еще был напротив Шпар. Мы пошли с Дашкой в Шпар. Набрали 5 абрикосок и 6 банок пива. Потому что в Шпаре есть немецкое пиво, которого нету в Братиславе. Я хотя бы тут оторвусь немецким пивом. Даша, Да. твои Не безалкогольное комментарии. пиво. Да, Даша, конечно, безалкогольное. Пауляндр безалкогольный. Я такого никогда не видела. Что меня Шпар вообще не удивил. Такой же выбор, как и в других, собственно, магазинах. Мы идем кушать турецкое мороженое. Я иду Да? кушать турецкое Я не мороженое. знала об да. этом. Я хочу мороженое турецкое. Я хотела сегодня пофотографироваться на набережной, но мы как-то не успели. Смотри, какой красивый вид. Вау. Я вот Даша говорил, что я настолько переборщив в еде. Мне на самом деле сложно чем-то угодить. И я пытался вспомнить, что самое вкусное я ел в своей жизни. И я просто называл пиццы подряд. И реально, ну как бы банально это не звучало, но я больше всего люблю именно пиццу. Мороженое, девочка. Ага. Да, хотя бы можно сказать, что ты обгоняешь. Просто она тебя так штурнула. Не, меня аккуратно рукой. Мы решили немного подснять вам ночной саранд вечерний. Ресторан, в котором мы были, я уже показывал. Все жарят кукурузу, масло абсолютно. Не знаю, приятный запах. Народу просто, ну...
как очень много? Ну, хватает, но не прям много. Вот людей действительно много, реально пройти сложно. Это собака, говорит человек. Вот кто балдеет от этой жизни. Она такая, наверное, думает, наконец-то все люди ушли по ресторанам выпивать и отдыхать, я наконец-то могу поплавать без них. Bubblegum, vanilla, chocolate, strawberry, caramel. Which one? Where you from? Ukraine. Ah, sorry, ice cream. No, no, no. Hey, take it, no. Sorry. Bubble gum, huh? Oh, fine. أيوة يا أب يا أيوة 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 يا أب يا أب يا أب Come on. What's your name? Дарина. Darina. Say. Okay, okay. Yes. Welcome, enjoy. Bro, you want? Which one? Оно так тянется, как твой баблгам. Да? Дай мне попробовать, я тебе скажу, это... Такие прикольные. Дай мне попробовать, я тебе скажу, это такое же или нет. Не, с другой стороны. Не. Не такое же. Ради шоу. Да, потому что мы в Турции один раз брали мороженое у дедушки, и он нам ничего не делал. Потому что тут дед, он Еле сидел. он еле сидел, еле сдачу давал, в общем. Прикольно. Сейчас Громче. 5:33. Громче. Не орать на всю улицу? Нет, просто так. Говори. Не буду. Понятно. Выперла меня на улицу утром. Да, выпила, а потом говорит, ну, такого уж не было. Они сидят на этом береге и разговаривают, беседу ведут. Людей нет. Я очень Как хочу, много яхт. очень хочу пофотографироваться, но если будут люди, то я буду стесняться. Блин, что-то на голову не взлетел. Вот три, кстати, Что? парома, которые сюда ездят. Первый это наш, он там чуть дальше, второй Корфу Экспресс и Саранда Экспресс. А эти люди явно они еще с вечера, блин, тут банячат. И сколько людей оставляют после себя мусор синий вонючий. Пробки с бутылкой. Ну прозрачная, да. Прозрачная, да, да. Хорошо видно. А здесь прям не глубоко, да? Нет. А почему? В смысле почему? Ну, видимо, тут такая часть. Просто если вот так вот идти, то там будет уже глубоко. И ветер, смотри, есть какой.
Миллиард людей. Я только что пытался снять таймлапс. У меня не получилось, пытался потому что я снять не в той стороне стоял. Потом я хотел снять видео. Шел на камеру, это все объяснял. И понял, что я не переключил функцию режим таймлапса. Я снимал таймлапс и просто разговаривал на видео. Какой молодец. Нини. Деды себе балдежничают, наслаждаются. Я говорил, что что-то да убирают. Так, мы с Дашей пошли в одно место, какой-то фастфуд Герри. Изначально Даша хотела там на пляже взять, ну, выглядело так неплохо, там гирос тоже продавали. Ну, не я, а мы хотели Ну, там мы, взять. да, но ты Польша, а я настоял на этом. Так нам дали такие порцухи, что я просто еле это принес. Ну реально, мне рука отваливалась. Вот мы брали аналогичные в Братиславе, мы заказывали. Турецкий Там, кебаб. ну, да, там порции в 2 раза меньше. При том, что мы брали двойные. Так, даран. Посмотри, сколько соуса. Как это съесть? Я в шоке. А картошки нет здесь, да? Есть внизу. А это что? Это такой хлеб. А, Мама дорогая. я в шоке, если честно. Так, Я Проба. в шоке. Да? Так, ну все, быстро нужно давай, мойся. купаться. Просто хочу показать, какой хаос. Транспортный коллапс. Людей много, я не знаю. Просто сойти с ума. Потому что перейти дорогу это какой-то челлендж. Мы собрались с Дашей к Самиль. И вот как раз заодно и покажем вам. Все орут, что-то там. Я с балкона увидел, как какой-то албанец на аварийке удирал от ментов, и менты за ними с мигалками. Да, вот регулировщик. Сменяют чем-то. Ну, вообще нам надо туда. Я не знаю. Идем. Так, мы с Дашей правильно стали, интуитивно. Есть остановка, называется СОС-бар. Вот эта остановка автобусная. Расписание, потом еще скрин отдельно выложу, фотографию. Сегодня 4-й день, и мы очень сильно морально устали от того, что мы 4-ю ночь не спим нормально. Очень громко и днем, и утром, и вечером, особенно ночью. Ездят на машинах, орет музыка на всю улицу. Да, они не Прямо у просто нас ездят, под они окном. именно в машине включают музыку на всю катушку, открывают окна, Они чтобы все люди сигналят, слышат это, да. они газуют, ну... Пока мы кушали креветки, я заснял небольшой таймлапс потока машин, который проезжает просто в обед через нас, и это кошмар. У А нас утром уже- и вечером вообще жопа. У нас уже голова от этого болит. Я просто схожу с ума. У меня виски, голова болит ужасно. Еле-еле доехали. Жара нереальная. Нам повезло, что мы сидели. Это вообще, да. Автобус забит полностью. Люди стоят. Билет стоит 1,5 евро с человека. Я уже никакой вообще еле-еле сюда приехал. Но
посмотреть хочется. Это с тем, что ехать сюда 20 минут, мы ехали час, ужасных Пробки огромные, постоянно ужасных остановки. пробках. Я не знаю, очень сложно. Все люди стояли, а я забежала первая, было два Да-да-да. места, я их заняла, то мы Хорошо, что сидели. я сказал нам с той стороны обойти, помнишь? Да. А все люди стояли. Ну, посмотрим, что представляют. Да, ну, как бы перешли. В идеале. Посмотрим, вот это будет. Вообще будет нормальный заход в море. Да, тут песок. Ну, людей, как видите, очень много. Я думаю, платная. Водичка красивая. Ну да. Мгм. Так, мы с Дашей наконец-то приземлились. В месте, где мы спустились, было очень дорого и очень много людей. Я говорю, давай пройдем по побережью. И, может быть, мы найдем какое-то место, где будет подешевле. Ну, в общем, мы нашли суперское место. Вот такое вот. Значит, за 2500 лек. 25 евро за 2 лежака. И вид такой, людей немного, ну, в общем, прикольно. Я не знаю, как место это называется, но я потом скину локацию или напишу. Нам нравится. Правда, ветерок такой, но насладиться видами, искупаться можно. Наверное, да. Так, вот я подсниму немного пляж, на котором мы останавливались. Разумно лежаки, короче, вот тут вот сверху типа брать, потому что если брать снизу, волны доходят аж прямо до лежаков и смывают людям разные вещи, тапочки и все, что хочешь. Там вообще, наверное, капец сейчас. Мы идем сейчас параллельно, будем показывать другие пляжи. Там было значительно дороже, но при этом намного больше людей было.
Вот такой вот дурдом в автобусе по дорогу обратно в Саранду. Так, мы в новом заведении. Даша заказала какой-то саганаки, сифуд. Горячее. Очень горячее, только приготовленное. Да. Выглядит, будто просто все накидали, Ну да. положили. Так, принесли мне лингвини. Мы Дашина уже попробовали. Вкусно. Выглядит Очень так хорошо. себе, выглядит как навалено, но на самом деле вкусно. Сейчас попробуем мою. Также принесли небольшой комплимент. Мы хотели тирамису, но тирамису не было. Они нам такой апельсиновый кейк какой-то принесли. Даша, скажи вообще общее впечатление. Нам, в принципе, понравилось очень сильно. Я в восторге. Это такое старичковое заведение, не очень дорогое, не очень там распиаренное, супер крутое, но превзошло все наши ожидания. Да, нам абсолютно все понравилось. Мы съели, тарелки вылезали, грубо говоря. Понравилось. Я ела 25 евро. Очень, 25 евро это очень дешево. Мы с таким же составом, грубо говоря, ели на 37 евро. Ну да. Мы с Дашей предпоследний, ну, грубо говоря, последний вечер, да, потому что мы завтра с утра уезжаем. В Грецию, не Да, в домой. Грецию. И я выбрал сегодня ресторан, в котором нам больше всего понравилось. Да. Даша заказывала, ну, на видео видно будет, что Даша заказывала, я забыл, как это называется уже. Какой-то, забыла я, что-то... Что-то, короче, что должно было быть с сыром. Там было чуть-чуть сыра, да, но было довольно много морепродуктов. Они были все хорошо сделаны, приготовлены. Да. Абсолютно. Нас каждый раз подходили, спрашивали, все ли в порядке. То есть интересовались. Не так, что подали. Это первый раз. Мы до этого где обедали, Можешь на колесе прокатиться? где ужинали. Ой, ну идем посмотрим. спросим, Ну, лучше сколько бы стоит? вечером, конечно. Ну, так, да я не договорил. Извини, пожалуйста, наоборот, сейчас еще видно и будет хорошо море и все остальное видно. А мне больше нравится вечером. Тоже будет видно море, но все будет светиться хотя бы. Так, по еде. Все было хорошо приготовлено. Креветки все зачищены. Я не докопался ни к чему. Что Все, в редкость. принципе, вкусно было. Порции большие. Очень Ну, много как морепродуктов. выше среднего. Так, не огромные, но выше среднего. Порции в конце... Сколько у нас? 2600 вышел 250. счет. Нас еще угостили банановым таким каким-то пропитанным. Нет, Не банановым, а апельсиновым, да, я перепутал. Апельсиновый пирог. Очень вкусная штука, кстати, нам понравилась. И мы полностью довольны остались. Да. Я под конец там, когда расплачивался, эта женщина, видимо, она владелица заведения. Я говорю, что мы последний день, и нам вот у вас больше всего понравилось. Ей было очень приятно. Она Дашу отдельно подошла, поблагодарила. Нам еще раз 100 раз там спасибо, приходите, там на следующий год, может, приедете, то мы вас будем ждать. Он так скрипит странно, нет? Да. Какой-то чертолет, честно. Посмотри, какой кадр красивый. Вау. Если очень дорого, то не будем. So, how much is for a ride? 500 adults, 300 kids. This Я бы хотіла, да, я би хотіла. А що, вже якраз пізно? you too 1000. Ти знімаєш? Ну, конечно. Его не смазали с рождения. Что, это всего один кружок, блин? А? Это один кружок? Боже, нас было знаю. 5 кружков. Нам сюда садиться, да? Я не знаю, куда скажет, туда сядь. Tickets?
Тебе сяду. Так качает. Садись туда, потому что ты, Нет. пожалуйста, не садись туда, чтобы сбалансировать. Ой, да, что уже фиксирует. Пожалуйста, я не хочу. Все, я не хочу. Меня, пожалуйста, спустить. Блин, дуже, конечно, гарно, но я так боюсь. О, закатки. Я даже не снимаю. Ой-ой-ой, такий вітер. Ой-ой-ой, я надіюсь, це буде тільки один вітер, все. Да, это да. Тут невысоко. Що-то я нічого не почувствовала. Он такой говорит, тикет. Типа он мне дал 2 эти карточки и сразу же сам их и забрал, и сам с этого умирает. Дуже швидко. Ой. Ой-ой-ой, я не хотіла. Я не хотіла. Ё-моё. Ну ладно. В смысле, говорит, ты именно сюда ФБР? Мы шли, я рассказывал про еду, даже говорит, ой, я очень хочу на этот самый. Я такой, ну ладно, давай, но я хотел вечером. Вечером ой, очень сильный ветер. Я б вечером вообще вписалась бы. Ты что? Добре, что зараз? Нет, все, останавливай. Дыши. Ради моего психологического здоровья. Ну все. Все, слава богу. Блин, нас качает вообще очень знатно. На видео не видно, конечно, но